Всем привет! Так как подошва для обуви наших заек вяжется практически всегда одинаково, я решила мастер-класс по вязанию подошвы записать отдельно. Вязать я буду из пряжи Yarnard Jeans крючком номер 2,5. Ну и также нам понадобится ножницы. Для начала наберем цепочку из 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. Дальше по цепочке мы свяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В последнюю петлю цепочки провязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три и 4. И по второй стороне цепочки также вяжем 7 столбиков без накида, прибавка. Раз, два. Кончик нити ввязываете прямо в вязание сразу. 3, 4, 5, 6, 7. И в ту петлю, которую в первую мы провязывали прибавку, туда же вяжем еще одну прибавку. И присоединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Второй ряд. Будем сначала делать 2 прибавки, начиная с петли, которые присоединялись. Ага, забыла. Сначала сделать нужно воздушную петлю подъема. И сюда же провязываем первую прибавку. Дальше вяжем вторую прибавку. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. И вот в эти 4 петли провяжем 4 прибавки. Раз прибавка, два, три и 4. И по этой стороне вяжем также 7 столбиков без накида. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7 и 2 прибавки. Первая и вторая. И присоединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Третий ряд воздушная петля. В эту же петлю провязываем столбик без накида. Дальше вяжем прибавку и 11 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Дальше вяжем прибавку и 2 столбика без накида. Раз, два. Опять прибавка и по второй стороне также 11 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Далее прибавка и столбик без накида. Прибавка и столбик. Четвертый ряд. Делаем воздушную петлю подъема и начиная с этой же петли вяжем 2 столбика без накида. Раз, два и прибавка. Дальше будем вязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка. И так 3 раза. Раз, два, 3. Извиняюсь за шумы, у нас соседи вечно делают ремонт. 3 столбика без накида провязали и дальше прибавка. И опять 3 столбика без накида. Раз, два, 3, прибавка. Это был второй раз. И последний. Раз, два, 3. Вяжем прибавку. Дальше 4 столбика без накида. Раз, два, 3, 4. Прибавка. Дальше 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Опять прибавка. И 3 столбика без накида. Опять прибавка. 3 столбика без накида. Дальше вяжем прибавку и 2 столбика.
И присоединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Следующий ряд просто свяжем столбиками без накида, начиная с этой же петли, куда присоединялись, по кругу, то есть без прибавок. Следующий ряд вяжем воздушную петлю подъема. Далее 2 столбика без накида, прибавка. И дальше будем вязать по схеме 4 столбика без накида, прибавка. Так 3 раза. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И опять 1, 2, 3, 4. Прибавка. Раз, 2, 3, 4. Прибавка. И 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Дальше свяжем 4 столбика без накида, прибавка. 2, 3, 4. Прибавка. И опять 1, 2, 3, 4. Прибавка. Раз, 2, 3, 4. Прибавка и 2 столбика без накида. Следующий ряд будем вязать так же, как предыдущий, но уже у нас будет 5 столбиков без накида, прибавка. Воздушная петля подъема, 2 столбика без накида, прибавка. И дальше 5 столбиков без накида, прибавка. Так 3 раза. 2, 3, 4, 5. Прибавка. Так, свяжите еще 2 раза. Довязали. Теперь провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше будем вязать прибавка, 5 столбиков без накида. Прибавка, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И так еще 2 раза. Прибавка, 5 столбиков без накида.
Далее вяжем прибавку и 2 столбика без накида. Раз, два. Присоединяемся. И последний ряд, воздушная петля, 2 столбика без накида, начиная с этой же петли, прибавка. Дальше провяжите 20 столбиков без накида. Провязала я 20 столбиков без накида. Дальше вяжем прибавку и 10 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее прибавка. И также по этой стороне свяжите 20 столбиков без накида. Провязали 20 столбиков. Теперь вяжем прибавку и 2 столбика без накида. Раз, два. Ниточку отрезаем и присоединяем следующим образом. Захватываем первый столбик этого ряда, выводим кончик нити на лицевую сторону, разворачиваем, и вот откуда выходит наша ниточка, вот хватаем вот за эту полупетлю и протягиваем сюда. И у нас образовывается такая вот петелька. Здесь я ее закреплю. Нить обрежу. Подошва готова. Я вам советую ее немного отгладить, либо отпарить.